Всем привет, с вами Давидыч, и сегодня на обзоре наконец-то безбуферная PCI 4.0 новинка от компании Western Digital SSD VD Black SN770 объемом 1 терабайт. Кстати, данная SSD по хорошей цене в России купить вряд ли получится, но ссылочку, если найду, оставлю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте. Ну а по итогам тестов обзора решайте, покупать вам его или нет. В первую очередь хочу сказать огромное спасибо вам, зрителям, особенно тем, кто участвует в сборах на покупку SSD для обзора, после чего я эти SSD разыгрываю, потому что зачем они мне? И этот SSD не исключение, он уже разыгран. Хотите также принять участие в сборе и в розыгрыше SSD, переходите в группу ВКонтакте и узнавайте все правила. Не так давно на просторах интернета я увидел интересную статейку, а конкретно от 3D News, где данное SSD назвали фантастическим. Ну и да, который там сложно купить в России. Действительно, так и есть. Но вот по поводу фантастики у меня появились вопросы. Я не стал читать полностью весь материал, потому что я хочу сам убедиться, сам увидеть, на что способен данный SSD, и чтобы у меня не было какого-то чужого мнения уже в голове. А соответственно, я смог бы высказать свое мнение по этому SSD. Самое главное, самое интересное, несмотря на то, что это у нас новинка, это безбуферный NVMe PCI 4.0 SSD. А если он безбуферный, то, соответственно, стоит понимать, что после заполнения SLC кэша у нас скорость очень сильно упадет. Кстати, все безбуферные у нас работают по технологии HMB, Host Memory Buffer, где вместо своей оперативной памяти используется оперативная память на вашем ПК. Но не стоит по этому поводу переживать, потому что операционная система под нужды SSD отдает не больше 64 мегабайт. Более того, если вы не помните, то у VD Black есть еще серия SN570. Это тоже безбуферный SSD, который был построен на контроллере, на стороннем контроллере от Phison PS5019E19T. И там он показал себя просто провально, и это просто ужасный SSD. И вообще про него не стоит даже и разговаривать, даже сейчас. А следовательно появляются вопросы, а что же может этот SSD, потому что здесь у нас уже контроллер от SanDisk, здесь у нас чипы памяти, конечно же от SanDisk. Что касается характеристик, у нас гарантия 5 лет, ресурс 600 терабайт, для терабайтника это у нас нормально все здесь. Что же касается скоростей, то 5150 на чтение, 4900 на запись, вроде бы и немного, но порядочно. Так что давайте переходить к тестам. SSD-накопитель VD Black SN770 объемом 1 терабайт установлен под радиатор от материнской платы Maximus 13 Apex. Комнатная температура у нас 28,8 градуса. Ну и давайте перейдем в управление дисками для инициализации нашего нового SSD. Далее нам необходимо наш SSD отформатировать. Делаем это в файловую систему NTFS. Ждем завершения форматирования. Все быстро. Чистый объем у нас 931 гигабайт. Сворачиваем все нам ненужное. Ну и запускаем Crystal Disk Info, где мы посмотрим на смарт-параметры нашего SSD. Определился SSD корректно. Название есть. Хосты чтения записи по нолям. 3 включения. 0 часов работы. Абсолютно новый SSD перед нами. При этом температура всего 37 градусов под радиатором. Для контроля за температурой запустим CPU-ID Hardware монитор. Свернем все нам ненужное, кроме нашего SSD, где мы будем фиксировать максимальную температуру во время тестов. Что касается определения контроллеров, у нас такой утилит от Вадима Очкина нет на SanDisk, поэтому запускаем AIDA 64 и сейчас проведем, так скажем, обкатку нашего SSD. Сначала посмотрим, что у нас под датчиком, один датчик или два. Два датчика у нас здесь, два. Отлично. И запустим сначала тест линейного чтения на всем объеме, потом запустим тест линейной записи. Но пока у нас идут тесты, перейдем на официальную страничку нашего SSD VD Black SN770. Объемы существуют от 250 гигабайт до 2 терабайт. Смотрим, приступайте к первым к игре, бесперебойная работа, бла-бла-бла, все нам это понятно. Что касается скоростей, заявлено до 5150 мегабайт в секунду на чтение, 4900 на запись. Неплохо, но если мы перейдем в технические характеристики нашего SSD, то здесь нам раскрывают и ресурс объемом 600 терабайт, ну а все остальное мы с вами уже видели.
Ну и к концу теста линейного чтения у нас температура 48 градусов. Но что касается графика, прямая, здесь никаких вопросов нет. Несмотря на то, что даже у нас максимальная скорость 4000 при заявленных 5150. Ну и сейчас заходим, выполняем команду trim через оптимизацию и через 15 минут запускаем тест линейной записи. А за 15-минутную паузу SSD у нас нагрелся еще сильнее и... да, такое на безбуферниках встречается очень часто. Что ж, запускаем тест линейной записи и ждем. Но на тесте линейной записи мы с вами видим очень интересные графики. Действительно, здесь есть на что посмотреть. У нас как будто бы SLC кэш половина от общего объема. И это прямо круто. При этом скорость, даже если и падает, то минимум мы с вами видим 435 мегабайт в секунду. Что касается нагрева, все те же 52 градуса. Нам остается лишь инициализировать заново и отформатировать наш SSD, что мы быстренько делаем. И по завершении форматирования выполняем команду trim на нашем накопителе E и через 15 минут переходим к дальнейшим тестам. Кстати, максимальная температура-то у нас была аж 65 градусов, и оба датчика у нас работают, пусть и разница между ними небольшая. За 15 минут у нас температура снизилась до 54 градусов, ну и давайте запускать тесты, и первый это у нас, конечно же, Crystal Disk Mark. Ну и в результате получаем очень интересные скорости. При заявленных 5150 и 4900 на чтение и запись мы получаем полное подтверждение этих скоростей практически мегабайт в мегабайт. 5151 мегабайт в секунду на линейном чтении, на линейной записи 4916, при этом очень высокий результат по случайному 4К 82 мегабайта в секунду. Ну здесь подтверждение того, что перед нами все-таки PCI 4.0 SSD. При этом максимальный нагрев у нас был 68 градусов, и это под хорошим радиатором от материнской платы. А на тесте AES SSD Benchmark накопитель набирает хорошие баллы для безбуферного PCI 4.0 SSD. Но на тесте ATO Disk Benchmark у нас нагрев всего 67 градусов. Что касается скоростей, здесь все в полном порядке. Причем скорость чтения у нас немного выше, чем скорость записи. Что же касается мелких блоков, то здесь у нас, хотелось бы увидеть скорости все-таки побольше. Смотрим, чем нас сможет удивить тест Adja Video System. Выбираем размер файла 16 гигабайт. И в итоге получаем скорость чтения чуть ниже, чем скорость записи. А вот тут, друзья, охренеть. На игровом тесте 3D Mark наш VD Black SN770 набирает 3556 баллов. Это очень много, если даже не самый высокий результат по моей памяти. Тут в играх прямо нагибает, похоже, всех. Сейчас сворачиваем все результаты. Обязательно показываю вам операции ввода-вывода, которые были у нас на этом SSD. Ну и всем, кому интересно, ставим на паузу. Сейчас сворачиваем всю синтетику, выполняем команду trim на нашем накопителе E. И через 15 минут переходим к тестам на реальную скорость записи. Снова за 15 минут у нас остывает SSD, сейчас до 53 градусов. Ну а мы приступаем к тесту на реальную скорость записи. Как обычно, копируем папку render объем 100 гигабайт и смотрим, что же будет у нас в цифрах. 2,5 гигабайта в секунду было у нас на старте, 2,4, 2,5, 2,6. Тут у нас все в полном порядке, но спустя 25, какой 25? 22 гигабайт у нас скорость опускается вниз. Очень интересно ведет себя наш SSD, но давайте посмотрим, что будет дальше. Запись первой папки подходит к концу, 2,5 гигабайта в секунду, здесь у нас все очень даже хорошо. У нас снова есть просадка по скорости после записи в общей сложности 155 гигабайт, и снова скорость возвращается обратно. Возможно, какая-то особенность. В конце записи второй папки 60 градусов температура, все те же 2,5 гигабайта в секунду. И вот у нас снижение скорости до 450 мегабайт в секунду. Да, я так понимаю, это все. После записи 363 гигабайт в общей сложности.
И я так понимаю, да, у нас в районе 400 мегабайт в секунду скорость будет держаться дальше. В конце четвертой папки у нас все те же 400 мегабайт в секунду, температура 62 градуса. В конце пятой папки у нас скорость выросла даже больше 500 мегабайт в секунду, очень интересно. Шестая, седьмая. В конце записи восьмой папки у нас скорость все так же скачет от 500 до 570 мегабайт в секунду, ничего не меняется. Здесь все очень даже достойно для безбуферного SSD, но я не буду закидывать прямо сейчас девятую папку, последнюю. Я хочу проверить, какой размер буфера у нас будет на заполненном SSD на 800 гигабайт. Поэтому сейчас снова выполняем оптимизацию нашего SSD, делаем паузу 15 минут и продолжаем заполнять SSD. Снова у нас остыл наш SSD до 55 градусов, и давайте смотреть, что нас ждет теперь при заполнении на 800 гигабайт. Итак, 2,5 гигабайта в секунду у нас на старте. И скорость у нас падает только в самом конце, после записи примерно 87 гигабайт. Вот это результат, вот это похвально. Что ж, ждем завершения записи последней папки, снова выполняем команду trim, паузу 15 минут и смотрим, что у нас изменится на тестах в Crystal Disk Mark. Ну а при заполнении на 97% практически битком забитый SSD показывает великолепные результаты. Да, у нас снизилась немножко линейная запись на 200 с небольшим мегабайт в секунду, чтение в тех же значениях и случайное 4К тоже. Да, действительно, SN770 показывает себя просто великолепно. Несмотря на то, что перед нами безбуферный PCIe 4.0 SSD. Сейчас выключаем ПК, даем остыть нашему SSD и переходим к тестам в режиме PCIe 3.0 под тем же радиатором от материнской платы. За 15 минут наш SSD под радиатором без съема остыл до 42 градусов. Ну и погнали, что нас ждет в режиме PCIe 3.0. И в режиме PCIe 3.0 линейные скорости чтения записи упираются в пропускную способность, практически 3,5 и там. Что касается случайного 4К, оно осталось на том же значении, что и в режиме PCIe 4, 82 мегабайта в секунду, ну почти 83. В утилите AES SSD Benchmark количество итоговых баллов снижается по сравнению с режимом PCIe 4. На больших блоках в тесте Autodisk Benchmark у нас скорости уперлись в пропускную способность PCIe 3.0, на мелких блоках осталось все на прежнем уровне. Смотрим, что будет в Adja Video Systems. Скорости также ограничены PCIe 3.0. Но на игровом тесте 3D Mark накопитель набирает, конечно же, ожидаемо чуть меньше количество баллов, но даже для PCIe 3.0 SSD это очень хороший результат. Ну а теперь без всяких пауз сворачиваем все, что мы с вами сейчас увидели. Операцию ввода-вывода тоже показываю. Ну и я думаю, не будем делать никаких пауз. Сразу же перейдем к копированию папочки рендер объем 100 гигабайт, потому что размер буфера мы с вами уже знаем. Надо просто посмотреть, какая реальная скорость записи будет на SSD в режиме PCIe 3.0. И судя по всему, у нас все осталось на прежнем уровне. 2,5 гигабайта в секунду. Дальше мучить SSD не вижу смысла. Нам остается лишь последний тест. Опять же переключим в режим PCIe 4.0 и посмотрим, как SSD греется без радиатора. Какой максимум и будет ли тротлинг. После того, как я снял радиатор, на старте у нас уже 57 градусов. Но давайте раскочегарим его и посмотрим на максимум. Ну и в конце теста у нас здоровье плохо. Температура максимум была 90 градусов. При этом скорости линейные у нас все соответствуют заявленному уровню. Линейное чтение даже чуточку подросло. Случайное 4К тоже 84,5 мегабайтов в секунду против 82 на первом тесте. Да, здесь у нас все хорошо, но температура, офигеть, конечно. И вроде как и тротлинга как будто бы нет. Но давайте запустим Autodisk Benchmark и посмотрим. Посмотрим, будет ли тротлинг и как сильно скорости просядут. Ну и на тесте Autodisk Benchmark мы с вами видим тротлинг. Да, он у нас начинается после 90 градусов. И у нас температура
идет вниз. В данный момент у нас 89 градусов, а скорости у нас не возвращаются, потому что SSD сильно нагрет. Что ж, я думаю, все понятно. Радиатор этому SSD просто необходим. Причем хороший радиатор для M2 NVMe SSD. Давайте подводить итоги. Тесты сделаны, друзья. Результаты получены. Вы все видели сами. И, по моему мнению, это лучший безбуферный NVMe PCIe 4.0 SSD, который можно купить сегодня. Причем неважно, есть у вас поддержка PCIe 4.0 или нету, даже на PCIe 3.0 смело можно покупать. Этот SSD вы точно не разочаруетесь. Конечно же, стоит отметить, все скорости подтверждены абсолютно и полностью. Более того, реальная скорость записи у нас 2,5 гигабайта в секунду с огромным буфером, ну да, чуть больше, чем треть от общего объема. После чего даже скорость у нас, если и падает, то все равно до комфортных там 400 мегабайт в секунду сначала, а потом возрастает до 500 и 500-570 держится до полного его заполнения. Более того, как вы могли увидеть, даже при заполненном SSD здесь все равно достаточно большой буфер, он же SLC кэш. А следовательно, не стоит переживать, что при заполнении скорости у вас будут проседать и вы увидите какую-то пониженную производительность в отличие от пустого. Нет, друзья, здесь все с этим в полном порядке. Даже если мы рассматриваем только PCIe 3.0 SSD накопители, то этот SSD стоит вам покупать, если вы не хотите тратиться на какие-то более дорогие и серьезные SSD накопители, уже, конечно же, с DRAM кэшем. Ну и как бы я не расхваливал этот накопитель, минус у него все равно есть. Во-первых, это достаточно длительная просадка производительности, то есть затык, когда вы удаляете большой объем данных с этого SSD, то есть все, он и замер. Там на секунд, наверное, 15-20. После чего оживает и снова все становится великолепно. Ну и, конечно же, стоит отметить тот факт, что с этим SSD вам обязательно нужен радиатор. Причем хороший, достойный, чтобы SSD у вас не перегревался, не уходил в тротлинг и вы никогда не увидели снижение производительности. И не стоит забывать, что у меня открытый стенд. Если у вас корпус закрытого типа, у вас есть хоть какая-то продувка, хотя бы один вентилятор, у вас температуры будут ниже, чем на моих тестах. Так что, подводя итоги, хочется отметить. Зря я скептически относился к этому SSD с недоверием после 570-го. Да, это действительно стоящий продукт, и всегда я буду его теперь рекомендовать, если человеку нужен недорогой, да, по меркам заграничных цен, а не российских, безбуферный NVMe SSD накопитель. Причем даже если нет поддержки PCIe 4, он все равно отрабатывает великолепно. Ну и также стоит отметить высокое количество баллов в игровом тесте 3D Mark для накопителей. Тут прямо все очень хорошо. Для игр, я думаю, идеально подойдет. Хотя, как мы с вами знаем, для игр там особо многого-то и не надо от SSD. В общем, вот такой вот интересный, я надеюсь, обзор получился. Вот такой вот интересный SSD у Western Digital теперь есть в продаже. Жаль, что в Россию он будет заезжать только по параллельному импорту, потому что Western Digital приостановила прямые белые поставки, теперь только серяк. Но все же он достоин вашего и моего, конечно же, внимания. То есть смело можно брать. На этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD. И вы всегда можете сказать спасибо автору канала, купив фирменный значок ProSSD по ссылке под этим видео. Теперь точно все. Пока-пока. Ну и для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит этот великолепный PCIe 4.0 безбуферный SSD, ссылочку оставлю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте и смело можете брать.